Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как я буду декорировать елочный шар диаметром 8 сантиметров в белом мраморном бархате лепниной из текстурной пасты Сонет. И это два нежных пера, каждый длиной 4,5 сантиметра. Это будет мой первый шар, который я декорирую лепниной. У меня есть видео на канале, как я работаю с текстурной пастой Сонет. Если вам интересно, можете посмотреть по ссылке вверху. Сейчас нужно выбрать, как перья будут располагаться на шаре. Симметрично друг напротив друга, либо перевернутыми, либо создавая какой-то рисунок. Надеюсь, это видео будет для вас интересным. Приятного просмотра! Клеить весь декор на шар я буду клеем B6000 Антонио. На моем канале есть видеообзор по клеям, которые я советую использовать. Ссылка вверху. Рисунок я решила сделать из них цельный. Сейчас вы все увидите. Клея наносим не сильно много, так как под давлением он может вылезть наружу. Но промазываем клеем все полностью детали. Напоминаю, что этот клей сохнет 48 часов. Перед тем, как клеить деталь, нужно выбрать середину на лицевой стороне шара. Прикладываем деталь, но не давим сразу сильно на нее, так как клей должен чуть-чуть остыть. Это нужно для того, чтобы клей остался на детали и не вылез наружу. Затем аккуратно придавливаем края нашей детали. Первое перо приклеено, и теперь нужно рассмотреть хорошо всю деталь, чтобы края не отставали. Согласитесь, будет не очень красиво, если что-то где-то будет торчать. Второе перо я решила приклеить, спуская его чуть ниже, но соединяя их в одну композицию. Со вторым пером мы делаем все точно такие же действия, как и с первым. Наносим клей полностью на всю деталь, но не слишком много. Вот такой нежный декор получился на шаре, и теперь его нужно разбавить некими деталями. В качестве дополнения я выбрала цепь со стразами шириной 2 мм в золотом цвете. Смотрится очень красиво. Конечно, цепь придется разрезать на части, чтобы обрамить полностью все перо. Также для декора я буду использовать еще мелкие стразы в цапах в золотом цвете диаметром 5 мм. И клеить, конечно, все буду на клей B6000. Дальше видео я ускорю немного, чтобы для вас этот процесс не показался таким нудным. На стразы тоже не нужно много лить клея, чтобы он потом впоследствии не вылез из-под них. При проклейке цепи со стразами я буду наносить клей непосредственно на сам шар, в место, где будет находиться цепь со стразами. При проклейке цепи со стразами наносим клей небольшими частями. Главное не спешить и делать все аккуратно, так как это работа с мелкими деталями.
Другое перо я обрамила цепью со стразами точно так же. И дальше, так как перо не сплошное, а в нем есть мелкие выступы, теперь цепь нужно будет разрезать на мелкие части. Где-то я еще добавлю декор в виде мелких страз, а дальше буду декорировать цепью со стразами. Вот такими мелкими кусочками цепи со стразами я буду в дальнейшем декорировать перья и добавлять еще мелкие стразы в цапах. Думаю, весь процесс работы вам понятен, и чтобы это видео не затягивать, я покажу вам уже готовую работу. Вот такой шар получился с декором из 2 перьев, обрамленных цепью со стразами и мелкими стразами в цапах. И создает некую ассоциацию с морозным солнечным утром, а в доме тепло и уютно. Жду от вас обратную связь. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу. Всем пока!